Я ведь не убийца. Я просто хочу знать, почему. Люмми – это большая тайна. Я найду их и спрошу. Может, и они что-нибудь знают о человеке. Если мы попросим их, то они простят нас. Яков Гумперт, 1891 год, из неизданного. Итак, если вы в начале пути, не пугайтесь долгой и длинной дороги. Мы всегда с вами на волнах радиостанции «Музыка грез». Счастливого пути под музыку грез. Я не сплю. Ну и выучка у вас, милейший. Не ожидал, признаться. Думал, что вы поэт или артист, натура творческая, так сказать, рассеянная. Артист? Или футболист. Мне сказали, что вы как бы не из наших, а мой шеф, он покровительствует на богеме. Если вас интересует, я охотник. Как? Действительно охотник. Что, в буквальном смысле? Угу. Ну, тогда зачем вам эти глупости? Купите охотничье ружье. Есть чудный манлихер с оптикой. Не желаете? Мне нужно что-нибудь короткое, крупного калибра. Так. И надежное скорострельное оружие с хорошей убойной силой. Так. Ага. Так. Пух! Да. Ну, мы же интеллигентные люди, можем пошутить. Я совершенно случайно захватил великолепный, совершенно чистый товар. Это кольт, калибра 11,43. А вы разбираетесь. А это мечта. Волшебное оружие. Нравится? Вы понимаете, как я рисковал? Надеюсь, для вас недорого? Я беру это. Вот и чудненько. Только уж, пожалуйста, поаккуратней со скрипочкой, а? Ну, если попросят сыграть, скажите, порваны струны. Понимаю собачье дело. Испаряюсь. Удачной охоты, охотник.
Ну, ты спятила, что ли? Идиотские шутки. Ну, не знаю, по-моему, остроумно. Очень. Ин, ну извини. Я ведь не знал, что у тебя такой удар. Теперь знай. Ну, пожалуйста, не сердись. Мне ведь и так достался. Клоун. Ну ладно, иди, не бойся. Для дежурства? Да, вот решил к ранним пташкам заскочить. А то ведь на работе вас не встретишь. Встретишь кого-нибудь еще? Инга! Янис, уходи. Уходи, кому говорю. Янис болен. Уходи, я позвоню тебе потом. Я могу навестить больного друга? Уходи. Пошел. Эй, садись, братан, а то подкову протрешь. Братан, тебе в Ригу? Понял. Что-то перестал к нам ходить. А я в последнее время написал много новых стихов. Хочешь, покажу? Давай как-нибудь в другой раз. На свежую голову. А что с тобой вообще? Может быть, он влюбился? Вы знаете, может быть. Может быть, и влюбился. Ой, слушай, у тебя там, по-моему, все сварилось. Давай. Слушай, а мы только хотели женить тебя на тетушке Эстер. А вообще, что ты будешь делать со своими женщинами? Возьму бюллетень. Ой, ты кого учить Дон Жуанов? Кстати, о Дон Жуанах. Ты помнишь того писателя, который привязался к нам в Паланге? Ну? Вот кто действительно положил глаз на нашу Ингу. И ничего не привязался? Ой, здорово. Гумперт будет у нас сегодня. Слышишь, Инга? Слышит. Слышу. Это дядя, который мне подарил книжку про красную шапочку. А я ее давно читала. Вот зачем я приезжаю на хутор Люми. Вот моя любовь. Марианна, я буду ждать, когда ты вырастешь и станешь невестой. И ни на ком не женюсь, даже на тетушке Эстер. Ты тоже будешь ждать меня, правда? Почему? Потому что ты станешь совсем дедушкой. Что значит совсем? Совсем. Да. Здесь меня не любят. Здесь любят этого Гумперта. Да, кстати, что это за писатель такой? Я что-то никак не припомню, ничего не читал. А что ты вообще читал? Он, между прочим, похвалил мои стихи. Тогда все, тогда молчу. А сейчас, по просьбе Валерия Гумперта, для его друга Харальда Люма, прозвучит грустный блюз, песня Ну я укис. счастливого пути по звуке. О, ты старых тоже бревен. закимарил. Так не пойдет. А? Не хочешь говорить? Давай хоть песню споем. А? Ну. Знаешь такую? Песня про дождь называется. Баба, 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 баба.
Запаршивил ты, братан. Сильно от тебя несет. Не, ну правда несет. Послушай, а что это за вещь, а? Песня про дождь. Я буду к вечеру, Янис. Да, как обещал. Все в сборе? Передавай привет Инге и Марианне. Обязательно. Слушай, сейчас ветер плохой и магнитные бури, так что не выпускай их из дома. Да ладно, не валяй дурака. Я серьезно. Ну а что будет? Да. Через 5 минут включи телевизор, первую программу. Ну а что будет? Ну, кое-что увидишь. Ну, интересно. До встречи. Ага, ну счастливо. Что-то изменилось, правда? Опять дело в этом Гумперте, так? Дурачок. Я думал, ты шутишь. Скажи, честно. Тогда в Паланге у вас... Сколько можно? Ну чего тебе? С ума сошел. Ну хорошо, завтра. Янис уедет, Марианну отправлю к тете Эстер. Ты счастлив? Да. Инга! Иман, ты ушел? Ушел! Тихо. Иди. Тогда иди скорей. Иди. Сейчас кое-кого покажут. Валерий Рудольфович, вот эти мысли вы как бы обобщили в книге. Я видел рукопись, потому что книги еще нет как таковой, но я знаю, что ею заинтересовались издатели и у нас в стране, и за рубежом. Этим интересом я обязан волкам. Дядя Валера. Изучая повадки этих удивительных существ, я настолько углубился, что захотел знать о них все. Ну и вам это удалось? Черт. К счастью, нет. Иначе бы стало неинтересно. Но я изучил их язык, научился воспринимать их как подобных себе. И тем не менее вы на них охотитесь. Нет, это чудо природы порой представляет очень большую опасность. Поединок с ним похож на захватывающую лесную корейну, который перевес не всегда на стороне человека. Вот мне думается, что все-таки успех вот вашей книги обеспечила не исследовательская ее часть, а, наверное, как раз то, что вы в ней собрали очень интересные материалы, предания, мифы. Вы выдвигаете ряд гипотез, теорий, что ли, которые очень ловко облекаете в фольклорную форму. Знаете, никаких теорий. Я всего лишь навсего сопоставил рассказы очевидцев, наблюдения ученых и легенды. Вот, например, глава, посвященная Люме. Люми. Это же наш хутор. Как раз вот о Люме я и хотел вас спросить. Науке неизвестен такой вид животного. Но один швейцарский биолог, мой друг Клод Арно, утверждает, что Люми – это один из видов снежного человека. Ну и вы с этим согласны? Не знаю. Фольклор предлагает иную версию. Из писем знаменитого сказочника Шарля Перро известно, что наиболее интересную версию своей красной шапочки он услышал из уст одной бретонской крестьянки, свято верившей в подлинность сказки. Ну, обыкновенная история о том, как волк, переодевшись человеком, нападает на людей. А зовут этого волка? Зовут его Люми. Возможно, он действительно похож на человека.
Раз в 100 лет Люми выбирают посланника. Самый сильный и хитрый из воинов направляется в мир людей, дабы отомстить за гибель своего легендарного пращура. Он приходит в день осеннего равноденствия. И история Красной Шапочки повторяется вновь. С победой, то становится вождем племени и сумеет вывести свой народ из ледяных гор на родину предков. Так что, как видите, волки тоже помнят историю Красной Шапочки и надеются переиграть ее на свой лад. Нет, молодец. Настоящий сказочник, а? Но это не единственное свидетельство о Люме. Ты чего? Легенды располагались в Скандинавии. Да что случилось? Ты что? Что ты? Что с тобой? Мама, я боюсь. Чего ты боишься? Чего ты боишься? Мама, я боюсь Люми. Глупенькая, перестань. Что ты, дядя Валера, так шутит? Нет. В общем, заметно, что ваша книга насыщена таким необычным, своеобразным, я бы сказал, парадоксальным, что ли, юмором. А вдруг он сюда придет? Да нет, не придет. Ну почему он должен сюда прийти? Папа, ну как ты не понимаешь, ведь он уже был здесь. Что? Пришли, так вот интересно. Был? Все нам рассказали. Это очень любопытно и интересно. Спасибо большое. Но я ничего не придумал. Не останавливайтесь, не останавливайтесь, проезжайте. Здесь нет ничего интересного. Молодые люди, подойдите сюда на минутку. Проезжайте, здесь нет ничего интересного. Давай. Нет, вы слушайте, вы меня слушайте. Он вышел из машины, посмотрел на нас. Как посмотрел? Вот так. И побежал в лес. Да никуда он ну не чего бежал. ты? Да нет, никуда он не бежал и не глядел. Поехали. Это мы, как идиоты, рванули к своей тачке. А он шел себе спокойно и насвистывал. Собаки. А? Собаки. С ним не было. Собаки? А насвистывал Шизгару. Ну какую Шизгару? Он насвистывал песню про дождь. Подожди, какой дождь? Ну, был? А собаки? Большой собаки. С ним не было? Может, маленькая? Собаки не было. Это точно. Ага. Нет ничего интересного, проезжайте. А что случилось? Да взять мужика одного закрыли. Второй случай на дороге. Дела. Представляешь? Тоже ведь говоришь. А как загрызли? Ну как грызут? С зубами. Как? А что за мужик? Говорят, депутат. Ух ты. Проезжайте, проезжайте. Здесь нет ничего интересного. Что такое? Ну что, не хочешь есть? Ну и нечего так сидеть. Иди к себе в комнату. Порисуй. Что это? Что вы сделали с девочкой? Вбила себе в голову всякую ерунду. Впечатлительный, капризный ребенок. Ох, какие люди к нам приехали и с какой скоростью, а? Кстати, ты у нас герой дня. Янис, извини, я так быстро воспользовался вашим приглашением. Да ладно, ну что ты, бро. Инга, ты куда? Ты поприветствуй нашего гостя. Привет. Да, ну, она приветствует тебя как римского цезаря. Я так и подумал. Потрясающая женщина. Она непредсказуема, как тайфун, который уже налетел. А? Как интересно, да? Тайфун, который уже налетел. Даже надо использовать в стихотворении. Пошли. Я, наверное, не вовремя. Инга, кажется, Да недовольна. ерунда. Все женщины в этом доме посходили с ума. Кроме тетушки Эстер.
Валерий. Валерий Рудольфович. Простите за беспокойство, меня здесь слишком много. Ну, конечно, это не мое дело, но если вы, Валерий, со всем этим приехали сюда, чтобы убивать зверей, то пощадите хотя бы белок и ежиков, а то и их не осталось. Ну что вы, я очень люблю животных. А я тоже не вегетарианка. И кроме всего прочего, вы рассказываете детям страшные сказки, от которых они спать не могут. Извините, тетушка, даже заикаться стал. Нам надо отнести наверх вещи. Идите. Тут теперь другие пошли гости. Поважней довели ребенка, шалопуты. Действительно, это твоя байка по телевидению, это кошмар какой-то. Правда, гениально придумано, даже мне мерещиться стало. Да. Только будь другом, объясни Марианне, что все это выдумка. Ну, понимаешь, она все-таки ребенок, такая впечатлительная. И Инга из-за этого на тебя зверем. Только из-за этого. Клянусь. Проходи. А где Марианна? Привет. Привет. Ну что? Объяснить тебе, что все это выдумка? Хорошо. Тогда, если ты веришь в Люми, тебе надо знать, как от него защищаться. Что он такое говорит? Девочке станет хуже. Он же изверг. Что вы? Не надо. Я умоляю вас, это... Он знает, что делает. Это же наука, понимаете, это педагогика. Ну, это... Называется. Да, так поймите же. Я сейчас... Что вы делаете? Ушли. Прежде всего, у тебя должна быть своя боевая форма. Ух ты! Здорово! Красная шапочка. Точно. Но это еще не все. Минутку. Вот он. Незаменимая вещь. Но это на крайний случай. Ты все запомнила, Марианна? Угу. Молодец. Главное, никуда не выходи из дома. Остальное я сделаю сам. Яков Гумпер, 1890 год. Это мой прадед. 100 лет назад он убил последнего Люми в этом лесу. Значит, с ним можно справиться? Конечно. Главное не бояться. Люми силен тем, что люди в него не верят. Но ведь мы-то с тобой знаем, что он существует. Все равно страшно. Я понимаю. Я хотел перехватить его по дороге, но он оказался хитрее. Почему? Потому что на дороге для него нет законов.
здесь он должен соблюдать ритуал. Какой ритуал? Ритуал Люми. Ну, помнишь сказку Шарля Перро? Я подарил тебе книжку. Надо перечитать. Надо. Вообще-то целый век прошел. Я даже не знаю, какие они теперь. Жалко, что у вас нет собаки. А где же ваш Ричард? Волк задрал. Большой волк. Очень жаль. Это очень хорошо, Инга, что я застал вас одну. Мне необходимо сказать вам нечто очень важное. Про волка? Ну да. Говорите, мне очень интересно. Вы не поверите. А хочешь, я сама скажу? Знаешь, почему я пришла к тебе тогда в палатке? Ты всю ночь рассказывала мне про волков. Ты очень странный, необыкновенный человек. Ты ничего не делаешь, чтобы понравиться, и все равно лучше всех. Я знаю, ты не здешний. У тебя есть своя планета. Угу. Возьми меня к себе. Я буду послушной. Ну, пожалуйста, возьми. Большое спасибо, Инга. Я очень тебе признателен. Но я про волка хотел сказать. Про волка.
все как в книжке, значит, он ждет, когда я поеду к бабушке. Или не ждет. Сигис, Иду. завтрак на столе. Давай скорее. Иду. Так, ничего не понимаю. Идет она по лесу, а навстречу ей серый волк. Идет она по лесу, а ну и что? По лесу не ходить, что ли?
Я простой врач. Сочувствую вашей борьбе. Просто не знал, что вы еще сражаетесь. Ну, честное слово. Честное слово. Мы сражались с вами в Паланге, на бильярде. Помните? Пожалуйста, простите, я принял вас за другого. Извините, так получилось. Случайно. Господи. А я думаю, кто это там стреляет? А это вы. Да. С кем-то воюете? Есть немного. А вы... Я? Я к Янису. Ага. Мне с работы по пути, вот я и... Ну так идите. Идите к Янису. А то вы мне все рыбу распугаете. Я не завидую вашей рыбе. А я тут решил грибы пособирать. Тут места в этом смысле. А у нас что, волки завелись? Один. Но очень здоровый. Понял. Тогда я не буду собирать грибы. Да, конечно. Пошел. Да-да. Всего доброго. Бабушка, почему у вас такие большие уши? Странная какая-то девочка. Не видит, что это волк, а не бабушка. Привет, Иман! Угу. Инга. А? Ты знаешь, меня сейчас чуть не убили. Кто? Этот ваш писатель, понимаешь? Псих! Устроил маневры в лесу. Иман, тебе не жалко для меня 5 минут? А? Ну, Иман, отвези, пожалуйста, Марианну к тетушке Эстер. А? Почему? Ну, ты что, не слышишь? Развязал. Все в огонь. Все в огонь. Ага, в тебе я видел доброту и совершенство мира. Совершенства нет, и доброты, все в огонь. И ничего не надо. Не пойду. Ну, что такое? Еще ты мне будешь устраивать? Мне дядя Валера сказал, чтобы я никуда не ходила. О, Господи. Это ваш дядя Гунтер. Он идиот. Что? Садись. Езжай. За шапка такая смешная. Дядя Валера подарил. Ой, опять это дядя Валера. Ты в ней на Буратино похожа. Красную шапочку. Только не надо про красную шапочку. Ушиблась? Нет. Ну вот и молодец. Крепкая девочка. Да. Ой, я... Послушай, старушка, а ведь мы с тобой почти приехали. Ты знаешь, мне кажется,
тетушка Эстер не будет на нас очень сердиться, если мы чуть-чуть задержимся? Хочу домой. Почему? Мимончик, миленький, отвези меня, пожалуйста, домой. Ну почему? Ты посмотри, это же грибное место. Ты думаешь, что, мы просто так с тобой упали? Наверняка на белый гриб наскочили. Я сейчас тебе все покажу. Ну-ка, иди сюда. Ты только посмотри, это же глухое, дремучее место. Здесь не ступала нога человека, и все грибы здесь наши. Понимаешь, старушка, мы теперь вольные птицы. Мы никому не нужны, нам никто не нужен. Лес, покой, тишина, а? Красная шапочка, я тебя съем. Ау. Эй, ты где? Ну, испугался? Не узнал, что ли? А ты что здесь делаешь? А? Да я все грибы собираю. А я вот арбузы. Арбузы. Да хотел к сестренке на хутор занести. Да тут такое дело. Ты Марианну не видел? Нет, я парня одного ищу. Какого парня? 2 метра роста. А может и больше. Я тоже, слава богу, не видел. А что случилось? Да так, кое-что. У тети Эстер топор украли. А вот это бандитизм. Ты выстрелов не слышал? Охотники стреляли. Ага. Очередями. Господи, кто здесь только не ходит. Одни с топорами, другие с автоматами. Ладно, давай, пока. Пока. Некогда мне тут с вами. Янису привет передай. Да передай. Да, учти, он сегодня буйный. Хорошо, хорошо. Не дыши. Не дыши в лицо, гад. Зачем тебе топор? Ты и так хорош. Кто там? А? Ты Марианну не видел?
Кто-кто? О, Господи. Ой. Имант, опять твои дурацкие шуточки. Что у тебя на голове? Что с тобой? Да что с тобой? Спасибо. Да если бы я увидала тебя ночью, у меня бы сердце разорвалось от страха. Как я вас понимаю? Понимаешь? Так скажи мне, что происходит. Добрый день. Добрый. Вот он все знает. Что? Вам что-то не ясно? О нет, мне объяснили. Вот тетушка Эстер у нас в неведении, как младенец. А у меня, между прочим, топор украли. Я найду его. А вы за это выполните одну мою маленькую просьбу. Вам необходимо на некоторое время покинуть ваш дом. Здесь сейчас небезопасно. Да. С какой это стати? Гонит меня из собственного дома. На некоторое время. Да я здесь родилась, если хотите знать. Но я прошу вас, поверьте хотя бы Иманту. Вы же его знаете. Этому шалопуту, который явился сюда в солдатской шапке? Нет, это не мужчины моей молодости. Бесполезно. Она не поверит. Что же делать? Что такое? Что вы хотите? Бедная тетушка Эстер. У нас не было другого выхода. Значит, здесь. Да. Здесь. Куда же она делась? А может, он ее... Нет. Он бы не пришел к дому. Да. Значит так. Я пойду вдоль дороги. А вы? Возвращайтесь на хутор. Там мы встретимся. А может, мы вместе? Не стоит. Ах, да. Возьмите. Так будет спокойней. Только осторожнее, он заряжен. Ты еще не схвалил комнату? Нет еще. Слава богу. Инга, Угу. я решил тебя убить. Наконец-то. И как же ты решил меня убить? Шиллером? Тебе надо проспаться. Значит, тебе все равно. Мне не все равно.
Значит так. Я сейчас соберу вещи и уйду, потому что мне там надоело. Ах так! Пусти! Уйди! Все, я знаю, что мне надо делать! Я знаю! Янис! Все, я ухожу! Я решил! Все! Янис! Все! Закрой дверь! Подожди! Все, я оставляю тебя! Все! Прощай! Стоять! Не двигаться! Лицом к стене! Лицом к стене! К стене! Угу. Вот так. Руки за голову. Так вот, значит, кто у нас стрелял. Хорошо. Ну почему я? Гильзы твои. А кровь там на траве чья? Чья кровь? Звериная. Чего? Брось оружие. Ну. 3 шага назад. Эй. Что ж ты назад вернулся? Привычка. Не люблю разбрасывать вещи. Привычки у тебя уголовные. Извините. Что-то мне личность твоя знакома. Ну, это очень просто. Видите ли, я... Где твой приятель? Ну! Какой, в плаще и шляпе? Метра за 2 ростом? Точно? Не знаю. Может, вместе поищем, а? Чего? Я шуток не понимаю. Черт. Документы есть? Документы на хуторе у Яниса. А видели вы меня по телевизору? Вчера. Слушай, точно. Я охотник. Гумберт. Это тот, который про волков? Ну да. Что ж ты, писатель, с бандюгами-то связался? Понимаете? Понимаю. Ну, допустим, я тебе верю. А автомат? Топор украл у пожилой женщины. Вон она, улика, в рюкзаке лежит. Взял бы, попросил по-хорошему. Нехорошо, некрасиво как-то. Да я не просил. Он сам прилетел. Чего-чего? Между прочим, потерпевшая моя тетя. Подожди, я помогу. Подожди. Давай. Спасибо. Ну как? Ничего? Все нормально? Так вы брат Инги? Ну, а что? Она хорошая женщина. Это я хороший. Она красивая. Да. Очень красивая. Ну, пошли. Представляешь, не могу быть жестоким с преступниками.
Понимаю, что надо, но не могу. Что делать, не знаю. Добрая вы душа, Симис. Слышь, а у тебя кто любимый писатель? Писатель? Ну да. Теодор Амадей Гофман. А у меня Шекспир. Хороший писатель, только вы по сторонам смотрите. А то ведь мой приятель товарищ серьезный, он шутить не любит. Длинный, что ли? Длинный. Ничего. Роту солдат пустим. Никуда не денется. Ну-ну. Ты лучше скажи, а что написал этот твой, как его? Теодор Амадей Гофман. Открой скорее. Ну? Вот и я встретил тебя связанным в лесу. Скорее, Янис. Ты можешь радоваться. Что? Я живой труп. Кто? Живой труп. Так не могло долго продолжаться. Янис, мы с тобой в машине поговорим, а? Поехали скорее, Янис. Нам не по пути. Лживый друг. Иди к ней и будь счастлив, если можешь. Янис, ты что, Янис? Поэт никого не выгоняет, он уходит сам. Все, уходи. Янис, ты что? Янис! Уходи! Янис, ты не прав. Уходи! Так и должно быть.
Как тебе, мой приятель? Он меня головой об... Я предупреждал. Сигис, будь другом, отомкни. Ну? Ты кто? Не помнишь. Я украл топор у тетушки Эстер. Надо отдать. Сигис, давай быстрее. Слышь, а что я тебя отпускаю? Так надо. Имонт! Имонт! Где он? Кто? Гунтер должен быть здесь. Да нет его. Что? Нет его, говорю. Его уже нет. Да он утром ушел. Ну, тогда я не знаю. Тогда здорово. Сигис не приходил? Нет. Все правильно. Все правильно. Что? Все правильно. Что? Из этого леса больше никто не выйдет. Ты отвез Марианну? Да, у вас телефон работает? Имонт, что случилось? Где моя дочь? Не волнуйся, все нормально. Возможно, их всех уже съели. Но я думаю, все обойдется. Вот видишь, я с тобой как с человеком, а ты меня в кандалы. А еще брат Инги. Это твое. Не потеряй. А я уж, извини, заберу свое. Мне еще с приятелем потолковать надо. Я знаю, куда он пошел. Эй, Иса. Он меня головой жестоко. Да понял я. Понял. Извини, брат. Спешу. Алло, майор Горис, это вы? Здравствуйте, это Имонт, Слуцкий. Ну, помните, я вам бицилин доставал? Да. Вы знаете, я насчет того, что происходит в лесу. Там 2 человека. Да, ходит 2 человека. Ну, как что делают? Как что делают? Один грызет, другой стреляет. Имонт, что с Марианной? Милая, я прошу тебя, не волнуйся. Да что, ну отвечай же мне с нами! Но я не знаю! Имонт. Ну, а теперь ты скажешь. Боже мой, Господи, да стреляйте вы. Сколько хотите, мне все равно. Имонт. Уже 3-й раз за сегодня. За что? Все меня пугают. Все в меня стреляют. Всем я мешаю. Мне 33 года. Меня никто не любит. Я застрял в этой дыре. Имонт. Что случилось, Имонт? Понимаешь, сегодня день осеннего равноденствия.
Имонт. Имонт. Ой, что с тобой? Кто это сделал? Все. Понемногу. Ой. Всем стоять! Лицом к стене, руки за спину пожарной инспекции! Ну? И кто же из вас Люми? Теодор Амадей Гофман. Это ты, Марианочка? Подойди ближе, не бойся. Ну что же ты стоишь? Разве ты не видишь, что твоей тетушке плохо? Радикулит. Да-да, радикулит. Что же ты не спросишь, почему у меня такие большие глаза? Большие глаза.
его голова. Живой. Глаза открыл. Живой. Иман, две просьбы. Да. Выпусти из сарая тетушку Эстер. Она даст мне по шее. Ну скажи, что я уже получил. И еще. Самое главное. Утопите оружие. Уж простите меня, неразумную женщину. Когда вы с этим шалопутом Имантом подтащили меня в сарай, то я подумала дурное и поцарапала вас ненароком. Ничего, не беспокойтесь, я здесь не по этой причине. И должна вам сказать, что вы единственный, кто напомнил мне мужчин моей молодости. Мужчины молодости тети Эстер — это сплошь Аполлоны и Гераклы. Да-да, именно так. Я тоже испугалась. Я не хотела. Возьмите его себе. Он мне больше не нужен. Оставь его на всякий случай. И не грусти. Ты выдержала экзамен на красную шапочку. Стоять! Лицом к стене! Привет, это я. О, пришел, Сиги. Пришел. Ну, проходи, а мы тебя ждем. Ах ты мой хороший. А этот я. Ну ты как, а? Нормально? Нормально. Ты извини, что я тебя в тот раз в кандалы. Пустяки. Ты понимаешь, я никогда никого не ловил. Только в кино видел. Очень хотелось попробовать. Понимаю. Ну как с головой? Нормально. Мозги немного отжил. Ну ничего, работе не мешает. Память к нему возвращается. Он выздоравливает. Маленький Он еще мой. лучше. Ты сразу уедешь? Да. Жаль. Другой Люми придет только через 100 лет. Кто же будет охотник? Наверное, мой правнук. Значит, тебе придется жениться. И полюбить. Вряд ли. Меня интересуют только волки. Ты сумасшедший. Вы так уже думали однажды. Я ведь не убийца. Я просто хочу знать, почему Люми. Это большая тайна. Я найду их и спрошу. Может быть, и они что-нибудь знают о человеке. Если мы попросим их, они простят нас. Ну вот, ваше путешествие окончено. Все в порядке. И радиостанция «Музыка грез» прощается с вами. Но в конце еще одна заявка.
Стирли Люмми от себя и от своего брата Харальда просит передать для их друга Валерия Гумперта песню «Мы еще встретимся». Пока.